10 января 2024 года был одобрен первый спотовый биткоин ETF на рынке США, который полностью изменил ход игры, ведь только благодаря ETF вчера биткоин пробил новый годовой максимум на уровне 64 тысячи долларов, и буквально за 3 дня его цена улетела на 25% вверх. Виновниками такого праздника на крипторынке, конечно же, стали большие американские фонды во главе с BlackRock, потому что начиная с понедельника торговые объемы ETF превышают 2 миллиарда долларов в сутки, а притоки нового капитала находятся на уровне выше полумиллиарда долларов. И несмотря на все индикаторы, которые сигнализировали о перекупленности и указывали на падение цены, биткоин продолжает расти, ведь фондам абсолютно все равно, на каком уровне находится RSI или где проходит 100-дневное скользящее среднее. Они просто скупают биткоин. И знаете, почему самая большая инвестиционная компания в мире BlackRock всего за 1,5 месяца накопила 141 тысячу биткоинов? Да потому что главная цель этого фонда – взять полный контроль над биткоином в свои руки. Еще до одобрения ETF, а именно 4 месяца назад, мы выпускали вот это видео, в котором рассказывали вам, что BlackRock планирует сделать с биткоином. И просматривая это видео сейчас, я просто понимаю, насколько мы слово в слово оказались правы. Если у вас будет свободная минута, пожалуйста, посмотрите этот ролик и лично убедитесь в моих словах. Ведь пока многие думают, на каком уровне лучше всего покупать биткоин, BlackRock его уже покупает и ждет халвинга, после которого дефицит на рынке дойдет до таких уровней, что биткоин по 50 тысяч мы можем уже не увидеть. Да, друзья, правила на крипторынке меняются на глазах, ведь в эту игру зашли большие фонды, которые все больше и больше начинают диктовать свои правила. Поэтому сегодня в видео я вам расскажу, что нас ждет дальше. Ведь мы разберем настоящие причины этого роста, узнаем, будет ли биткоин стоить 100 тысяч долларов, какое влияние окажет халвинг, почему эфириум продолжит расти и еще много всего другого. Мы специально не выпускали это видео, когда биткоин пробил 55 тысяч, ведь хотели собрать для вас больше интересной информации, которая поможет нам составить более четкие прогнозы на будущее движение цены биткоина. Так что перед просмотром я просто попрошу вас поставить этому видео лайк, ведь биткоин не часто летит на 25% вверх и пробивает уровень 64 тысячи. Давайте в честь такого важного события наберем под этим роликом как можно больше лайков. Все, кто вместе с нами верил в рост и не продавал биткоин, обязательно поддержите наш труд, потому что только благодаря вашей поддержке мы выпускаем больше качественных и интересных видео. За лайки вам заранее спасибо, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, всего за 4 дня биткоину удалось пробить 3 новых годовых максимума, в результате чего локальный пик цены был отмечен на уровне 64 тысячи долларов. И я уверен, что вы могли купить гораздо больше биткоина, если бы заранее знали, что его цена будет расти. Так вот, за один день до того, как биткоин пробил 55 тысяч, в нашем телеграм-канале мы сообщили, что киты активно накапливают биткоин и готовятся к пампу, после чего биткоин вырос на 20%. Это наглядный пример того, что на крипторынке нужно всегда следить за актуальными новостями и эксклюзивной метрикой, которую вы можете получить только в нашем Telegram. Поэтому, чтобы заранее знать, когда биткоин пробьет новый максимальный уровень, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Но неужели только одни киты так сильно запампили биткоин? Давайте разбираться. Во-первых, что касается китов. Если следовать последним данным, которые были опубликованы на прошлой неделе, как раз перед этим пампом, то мы увидим, что количество адресов, которые держат от 1000 биткоинов, увеличилось на 7,4% за последний месяц. Ведь в эту категорию добавилось 147 новых кошельков, а это самый быстрый рост за последние 2 года, в результате чего общее количество биткоина, которое находится у китов, составляет 3,9 миллиона монет. И конечно же, когда киты скупают биткоин, его цена физически не может стоять на месте. Плюс к этому я бы хотел вам показать, что сейчас происходит с биткоином на биржах, потому что только за последний месяц с бирж было выведено рекордные 76 тысяч биткоинов на сумму более чем 3,4 миллиарда долларов. Чтобы вы понимали, это не только выводы китов, а по большей части обычных инвесторов, которые планируют держать биткоин в долгосрок. И делают они это не просто так, ведь с начала года биткоин уже вырос на 40%, а если посчитать его рост за последний год, то мы увидим 260% чистого роста, с небольшими откатами до 20%, за счет чего все инвесторы, которые покупали биткоин даже на максимальных уровнях в прошлом году, остаются в очень хорошем плюсе. Но я сразу хочу вам сказать, что все, что сейчас происходит с биткоином, на 99,9% связано
связано с американскими фондами, во главе которых стоит самая большая инвестиционная компания в мире BlackRock. Ведь после небольшой паузы, когда биткоин консолидировался выше важной поддержки на уровне 50 тысяч, фонды снова проснулись и продолжили жадно скупать биткоин. Это можно заметить благодаря данным по объему торгов, а также по количеству биткоинов, которые находятся в ETF. Например, начиная с понедельника, торговые объемы биткоин ETF превышают 2 миллиарда долларов в сутки. И, конечно же, большая часть, а именно 1,3 миллиарда от общего уровня объема торгов, приходится как раз таки на BlackRock. Такая же картина наблюдается и с притоком нового капитала в ETF. Ведь во вторник было зафиксировано, что инвесторы отправили в 9 спотовых биткоин ETF 572 миллиона долларов. И это в очередной раз подтверждает мою теорию, которую я озвучивал в наших последних видео. Но особое внимание заслуживает вот этот ролик, который мы выпускали 4 месяца назад. Тогда биткоин стоил всего 32 тысячи, и в том видео я сказал, что нам нужно готовиться к изменениям правил на крипторынке, ведь с приходом в крипту крупных фондов правила начнут диктовать именно они. В данной ситуации я оказался абсолютно прав, ведь сейчас биткоин находится на грани от того, чтобы полностью оказаться в руках таких больших игроков, как BlackRock, Fidelity, ARK Invest и многих других компаний. После того, как SEC одобрил ETF, Ларри Финк начал делать все, чтобы стать как можно ближе к своей главной цели, которая заключается в полном контроле биткоина. Однажды я вам уже говорил, что биткоин выступает неким цифровым золотом, на который есть безумный спрос в нашем мире. Так вот, там, где есть спрос, всегда будет рядом стоять BlackRock, потому что под управлением этого фонда находятся все мировые компании, которые вы видите у себя на экране. Поэтому я думаю, вопрос, а почему биткоин пробил 60 тысяч, не требует ответа, ведь мы прекрасно видим, что кошельки фондов с каждым днем становятся все больше и больше, а вот количество биткоина на рынке, наоборот, только уменьшается. Такой интерес фондов очень положительно влияет на биткоин, который в свою очередь пампит весь рынок крипты, поскольку сейчас многие альты фиксируют от 10% профита за неделю. И, конечно же, участники нашей подписки Coin22 Pro не упускают это золотое время для торговли, потому что команда аналитиков подписки Pro ежедневно публикует прибыльные сделки, на которых могут зарабатывать даже новички, ведь все очень просто. Например, во вторник наши аналитики заметили, что монета Filecoin после тестирования поддержки готовится повторно пробить уровень $8, после чего была опубликована вот такая сделка, на которой все участники Pro заработали от 70% профита, ведь в ней была указана точка входа и уровень для фиксации прибыли. И даже если вы никогда не торговали, вам поможет наше пошаговое обучение на старте, круглосуточная поддержка и полноценная практика под руководством наших специалистов. Я знаю, что многие хотели войти в крипту, когда биткоин стоил 30, 40 и 50 тысяч, но лучшего времени, чтобы начать зарабатывать на крипте, чем сейчас, может уже и не быть. Поэтому, чтобы не упускать свою потенциальную прибыль, прямо сейчас переходите по ссылке в описании, напишите нам, и мы сразу предоставим вам всю необходимую информацию. Теперь вы понимаете, что основная цель фондов, а конкретно BlackRock, заключается в полном контроле биткоина. И самое интересное, что ETF были одобрены за 4 месяца до такого важного события, как халвинг, который также играет важную роль. Ведь после халвинга в апреле майнеры будут получать в 2 раза меньше биткоина, чем сейчас. А поскольку общее количество биткоина ограничено, представьте, какой будет дефицит на рынке после халвинга, за счет чего инвесторам придется покупать цифровое золото по более высокой цене, чем сейчас. Именно на это и делает ставки Ларри Финк. Месяц назад в этом видео я говорил, что BlackRock придерживается стратегии покупки по 6000 биткоинов в день. Это продолжалось до конца января, но сейчас аппетиты компании снизились, ведь в феврале BlackRock в среднем покупала по 3000 биткоинов. Но в данной ситуации количество компенсируется стоимостью, ведь давайте не забывать, что в январе биткоин не стоил 50 и 55 тысяч. Таким образом, BlackRock хватило всего 1,5 месяца, чтобы накопить более 141 тысячи биткоинов на сумму 8 миллиардов долларов. И я буду повторять снова и снова, что BlackRock ни при каких условиях останавливаться не будет. Да, друзья, BlackRock это большая компания, которая контролирует почти весь фондовый рынок США, имеет прямое влияние на мировые корпорации, как, например, Apple, и управляет активами клиентов на сумму 10 триллионов долларов. А теперь, когда биткоин является 10-м самым высококапитализированным активом в мире, он, конечно же, не может оставаться без внимания такого фонда, как BlackRock. И я вам скажу больше. Под влиянием BlackRock находятся не только финансовые рынки, но и весь мир, потому что BlackRock имеет
имеет тесные связи с политической элитой и политиками во многих странах. Чтобы вы понимали, с 2004 года BlackRock наняла по меньшей мере 84 бывших правительственных чиновника, представителей регулирующих органов и центральных банков по всему миру. Это дает отличную возможность для лоббирования абсолютно любых своих интересов. Живой пример Bitcoin ETF. Ведь несмотря на то, что глава SEC был на 100% против и даже сейчас продолжает говорить, что он не поддерживает биткоин, SEC все равно одобрила ETF. И есть очень большая вероятность, что на это повлияла сама BlackRock. Как я сказал ранее, у BlackRock есть четкая цель захватить биткоин, чтобы получить полный контроль над рынком. И пока многие из вас ждут биткоин по 30 тысяч или думают, а стоит ли вообще его покупать, в криптосообществе активно обсуждают закрытое мероприятие, на котором представители BlackRock рекомендовали своим лучшим клиентам, имеется в виду тем, у которых капитал превышает $1 миллиард, инвестировать 28% от портфеля именно в биткоин. Данная информация была озвучена одним инсайдером, который присутствовал на этой закрытой встрече. То есть не 1%, как многие советовали ранее, а целых 28%. Таким образом, BlackRock прямо нам говорит, что биткоин это такой же актив, как золото, акции или те же облигации. Хотя во многих интервью Ларри Финк лично заявлял, что биткоин даже лучше, чем традиционные активы, ведь он полностью децентрализован. Такого же мнения придерживается Кит Майкл Селлер, который перед ростом успел купить еще 3000 биткоинов по средней цене $51 800 за монету. В последних интервью он постоянно говорит, что ни он, ни его компания продавать биткоин не будет, ведь это бесценное цифровое будущее, которому нет замены в мире. На самом деле в словах Ларри Финка, а также Майкла Селлера можно услышать один и тот же посыл, который заключается в том, что мир меняется, и на замену старым вещам приходят новые технологии, которые способны решить очень много проблем. В свое время золотые монеты заменили бумажные деньги, которые после перешли в электронную банковскую систему, а сейчас и вовсе деньгами выступают цифровые активы, как, например, биткоин. И поэтому рано или поздно даже тем, кто никогда не использовал крипту, придется изучить эту сферу, которая постепенно будет интегрироваться в нашу жизнь. Но самый главный вопрос, который сейчас интересует абсолютно каждого, это что будет с биткоином дальше, и вырастет ли он до $100 тысяч. Друзья, сперва хочу сказать, что сейчас бессмысленно смотреть на какие-то индикаторы или технические данные, ведь биткоин просто летит вверх за счет BlackRock и тех самых фондов, о которых я говорил ранее, поскольку сейчас наблюдается самый большой приток в биткоин ETF с момента его одобрения. Будет ли он стоить 100 тысяч? Конечно будет, ведь впереди нас ждет халвинг, и я специально для вас сделал вот такой график, на котором показано, какое влияние оказывает халвинг на биткоин. Как вы можете заметить, после каждого халвинга начинается уверенный бычий цикл, на котором биткоин растет как минимум на 600% вверх. И сейчас все повторяется чуть ли не один в один, потому что биткоин идеально показывает эту первую фазу роста перед халвингом. До пробоя нового исторического максимума остались считанные проценты, а учитывая какой сейчас ажиотаж на рынке, уровень $70 тысяч мы можем пробить даже до халвинга в апреле. Что касается покупки, то нам нужно быть максимально аккуратными. К сожалению, фонды не дали нам закупиться в диапазоне ниже 50 тысяч, когда биткоин на протяжении более недели консолидировался. Но тем не менее, небольшую часть биткоина можно купить и сейчас, особенно если у вас вообще нет его в портфеле. При этом очень важно учитывать локальную коррекцию цены, ведь вчера после тестирования уровня 64 тысячи биткоин резко упал вниз почти на 10%. Таким образом, однозначно не стоит покупать все одной партией. Лучше разделить на небольшие части и покупать хотя бы раз в 3 дня. Об этой стратегии я неоднократно рассказывал, ведь покупая отдельными частями, у вас всегда будет хорошая средняя цена. Также я рекомендую приготовиться к волатильности в ближайшие пару дней, ведь в такое время рынок будет очень неспокойным и могут наблюдаться просадки цены на 10 и 20%. Но самое главное, не стоит забывать, что фонды останавливаться точно не будут. И как минимум до халвинга они хотят скупить как можно больше биткоина. Ну а дальше только интересней, потому что мы приближаемся к одобрению эфириум ETF, который даст BlackRock еще большее влияние на крипторынок. Ведь эфир это не просто крипта, а это большая экосистема, на которой построено огромное количество других проектов. Вот поэтому эфир также пробивает новые годовые максимумы. И он наконец-то дошел до верхней границы восходящего канала, о чем я вам говорил в наших последних роликах. Также эфир ждет обновления Dencun в марте, поэтому его цена продолжает оставаться в восходящем тренде, еще до потенциального одобрения ETF в мае. И кстати, наша стратегия 70-20-10 отрабатывает на все 100%. Ведь я помню, многие писали, зачем покупать биткоин, если он не дает иксы. Но график говорит сам за себя, поэтому напоминаю, ваш портфель должен состоять на 70% из биткоина, а 20% из эфира. Это позволит вам снизить риски, но при этом не потерять доходность. Так что применяйте эту стратегию на практике. В целом сейчас все идет по сценарию, который мы озвучивали еще 4 месяца назад. Поэтому нам остается только ждать
и наблюдать за тем, как биткоин пробивает новые максимальные уровни. Конечно же, продавать биткоин я не буду, и даже после халвинга продавать большую часть монет я не собираюсь, ведь все самое интересное нас ждет впереди, поскольку такие фонды, как BlackRock, работают только на долгосрочной перспективе. Поэтому напишите в комментариях, как вы думаете, когда биткоин пробьет новый максимальный уровень. Было бы интересно узнать ваше мнение. Также не забывайте подписываться на наш Telegram и жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч.